Так, давайте сегодня смотреть коробочку с моделью от китайского производителя Bronco Models Chinese PLA ZTZ 99A1 Main Battle Tank, что можно перевести как китайской Народно-освободительной армии Китая, основной боевой танк тип 99А1. Вообще, что про Бронко можно сказать? Не часто эти модели у меня попадаются. У меня, по-моему, была уже одна бронковская модель, по-моему, Бефельспанцер, по-моему, немецкий. Китайский производитель, который, наверное, скорее относится, либо к предвысшей, либо к высшей лиге. То есть это рангом выше, конечно, чем средний Трампетер, чем средний Хабибос, или уж тем более что-то еще более дешевое. То есть это производитель, который в целом отличается, достаточно серьезным отношением к детализации своих моделей. То есть у них набора всегда достаточно много допов, они серьезно подходят к, по крайней мере, визуально по осмотру их коробок подходят к репликации разных вещей, разных тонких деталей по технике. При этом довольно много у них деталей всегда в наборах. Сборку явно не назвать очень простой. Это не для новичков, скорее всего, данный производитель. Но в целом про Бронко в среднем достаточно всегда по разным моделям видишь хорошие отзывы. Единственное, что в основном их модельный ряд, насколько я так понял, в целом в основном концентрируется это где-то первая половина, наверное, Второй мировой войны, что-то такое. И вот кое-какие на современку, кое-что они тоже в частности делают. И сам прототип. Китайский основной боевой танк, собственно, я так понимаю, на текущий момент это основа бронетанковых сил Китайской Народной Республики. Соответственно, разрабатывался он в 2000 году. Разрабатывался это он давно, но стал производиться с 2000 года и где-то тогда примерно поступил на вооружение. Было несколько разных версий этого танка, которые постепенно модернизировались. Вот, насколько я помню, предпоследняя вроде как версия модернизации этого танка, как раз, наверное, 2000 где-то год, это тип 99А1. Что про машину можно сказать? Как известно, китайская танковая школа, она, собственно, началась и во многом продолжается как либо лицензионное, либо нелицензионное копирование и развитие советских ОБТ, советских боевых танков, соответственно, и вот 99-й тип. Он, в принципе, продолжает, тут можно чисто визуально сказать, что, понятное дело, компоновка ходовая от Т-72 явно, башня, насколько я помню, китайской разработки, орудие, соответственно, копия советского орудия, устанавливанное на танке Т-72 или Т-90, я уже точно не помню. Система электронной прицельной, скорее всего, конечно, в основном своей разработки, двигатель, насколько я помню, немецкой разработки или же копия немецких разработок, и, соответственно, вот то, что все по динамическому активному бронированию мы тут видим, это все, конечно, уже китайские разработки, но в целом, конечно, схожесть визуальная с Т-72, с Т-90, она все равно угадывается, даже несмотря, что китайцы постепенно уходят куда-то в свои измышления. Да ладно, вот такая вот коробка огроменная, на самом деле она очень широкая, но при этом не такая уж прям толстая, в кадр, если помещается чисто по габаритам, значит, красивый у нас бокс-арт, судя по всему, парад, площадь, наверное, Тяньаньмэнь, насколько я понимаю, один из парадов, соответственно, где эти танки светились. Такой вот сразу видно пиксельный камуфляж, типично китайский. Артикул, если что, 350-40, значит, по боковикам, значит, видно, что немножко нам по комплектации рассказывают. Развертка декалей, их вроде как две, насколько я понимаю, декали. Будет небольшие две платки фототравления, небольшие тут еще пояснения, предупреждения от Бронко и два варианта окраски на другом боковике. Один просто пятнистый камуфляж китайский, на 2009 год, кстати, мирная какая-то миссия. Учения, кстати, китайско-российские в 2009 году, контртеррористические. И второй на 60-ю годовщину Китая. Не знаю, какой-то год это смотреть надо. Тут уже пиксельный камуфляж. Цветовые схемы немножко похожи. Пиксель, понятное дело, это накрашивать пиксель, это, конечно, отдельное развлечение. Давайте смотреть, что у нас в коробочке. В коробочке у нас пакеты с литниками. Из-за размера коробки лежат они достаточно свободно и по высоте, и по ширине. Пакеты с литниками, значит, все практически как и у Трампа упаковано заботливо упаковано в отдельные пакетики. Так, вот так это все лежит. Достаточно много пластика. Такого желтого цвета такого. Так, помимо этого, полноцветная инструкция, дорогая, красивая. Редко такой встретишь. Отдельный литник с прозрачкой, кое довольно-таки много.
и отдельный пакетик, где у нас имитация троса из веревочки, вкладки фотоотправления и декаль. Ну, как видим, что на самом деле моделька стоила довольно недорого для такой комплектации. Ну, в России, возможно, потому что не такой уж большой интерес китайским ОБТ, соответственно, может быть, и цену поэтому особо не накручивают. Но, как мы видим, комплектация, ну, если, скажем так, не считать, конечно, веревочный трос, который вот единственное бельмо на глазу, да, то в основном комплектация действительно царская. Мы еще будем дальше смотреть пластик, в частности, вот полноцветные инструкции, и все, в принципе, есть. Короче говоря, с инструкции, как обычно, и начнем. Опять же, повторюсь, глянец полноцветная. Ну, глянец, конечно, не всем нравится, но зато цвета. Короткая историческая справка, где как раз написано, что основные отличия модификации именно 99А1. Тут в основном отличия как раз по составу и комплектации технологиям активной брони, вот этого навесного бронирования, которое визуально как раз больше всего этот танк, наверное, отличает от каких-нибудь 72-ек похожих. Китайцы перекомпоновали активную броню в этой версии, ну еще там по прицельным, по электронике какие-то были улучшения и какая-то мелочь. В общем, предпоследняя А1 модификация, насколько я помню, самая современная модификация типа 99 у китайцев — это модификация А2, более поздняя. Значит, внутри у нас список сразу красок нас встречает, краски даны на Ганзу, на H-серию, на C-серию, ну, тут еще частично какая-то J затесалась с металлики, на Хамбру и на Томию. Ну, на Хамбру и на Томию не все цвета даны, но, в принципе, набор довольно хороший. Предупреждение, пиктограммы, раскладка литников, опять все то же самое, что мы уже видели. Да, кстати, у Бронко эта модель существует в двух версиях, еще есть более ранняя версия Type 99, чуть более. А вообще модель сама, если не ошибаюсь, 2010-е годы, по-моему, вот конкретно это выпущена. То есть, в принципе, ну не такая уж старая, ну не сказать, что совсем новая. Из более поздних моделей у Border Models, по-моему, выходила относительно недавно как раз тип 99. Ну и там куча вариаций у Трампа, у Хобби-Босса есть этих танков. Ну, конечно, по комплектации они не такие крутые. Значит, после раскладки начинается сразу сборка. Как мы можем понять, в принципе, судя по всему, у нас будет рабочая ходовая, так как у нас присутствуют торсионы. Нам показано, как все это правильно склеивать для сохранения рабочести ходовой. То есть, ну, в принципе, то есть это, ну, набор достаточно высокой категории, потому что вот такие моменты, конечно, делают только серьезные модельные фирмы. Соответственно, балансиры, детали подвески, какие-то амортизации, отбойники и так далее. В общем, ванна, да, как мы можем видеть, одной деталью выполнена. Потом у нас продолжается все, значит, опорными поддерживающими катками. Соответственно, сразу предлагают кое-что там подкрашивать, мелочевку по передней части. Сразу же к четвертому шагу уже стыкуем верхнюю часть корпуса сразу с ванной. Очень быстро так мы к этому шагу добрались. Ну, инструкция такая, на листах не экономили, то есть деталей на каждом шаге вклеивается, ну, не то чтобы много. Все, я бы сказал, достаточно прозрачно и визуально понятно нарисовано. Сразу предлагаю детализировать верх корпуса, то есть различные лючки, крышки и так далее. Передняя динамическая защита, то есть верхний этот броневой лист, предлагают ставить фототравление, соответственно, решетки эти все они есть в комплекте, люк механика-водителя, но вот по люку механика-водителя, кстати, опций на открытый люк я вот не вижу, чтобы они были, то есть такое впечатление, что дает производитель только один вариант. Сразу же, да, тут уже вот прозрачка, перископы, все это дано прозрачными деталями, сразу показано, как их подкрасить, чтобы они похожи. То есть вот тут, кстати, Бронко чем вот отличается, очень многие вот даже дают либо прозрачку, либо не дают, они отдельно как бы даже не заморачиваются, не пишут, а каким, собственно, стекляшки-то эти прокрашивают цветом, ведь зачастую это важный вопрос. То есть кто-то зеленит перископы, у кого-то там синий, у кого-то фиолетовый, но это зачастую зависит еще от угол света падения, ну и так далее. Да, вот Бронко четко показывает, да, вот, пожалуйста, синим прозрачным лаком накрашивайте. Ну, да, Бронко в целом хороший производитель, его все хвалят, хоть он относительно, я бы сказал, не такой уж известный. Прибор освещения тоже, опять же, все прозрачка, ограждение фар дано отдельными пластиковыми деталями. Трос, вот целый шаг отдельный 8 посвящен тросу, который у нас из нитки, конечно, по-хорошему в такой модели, конечно, лучше не экономить и на что-то его поменять. Показана какая длина троса, вот единственное, конечно, не показана какая толщина, но я думаю, там можно понять. Такая сложная схема укладки троса на кормовой детали, вот это, я так понимаю, кормовая деталь, вот тут наш прямо жестко поясняет, там, по-моему, даже два, что ли, у нас тут троса должно быть, или это просто один трос так сильно накручен, прям даже цветами, там Бронко показывает нам, как правильно укладывать, ну, действительно, выглядит на самом деле сложная схема, то есть прям какая-то вот замысловато китайцы придумали укладывание троса, но я надеюсь, можно с такой схемой как-то понять. Потом, значит, дополнительные топливные баки. Ну, топливные баки, да, я так понимаю, ничего у нас тут вроде как не придумали, прям такого
прям такого этого. Вот просто из двух половин бочки эти делаются, зато, собственно, их держатели у нас из травления. Ну, тут что-то у нас предлагают для запирающего механизма держателя этих самых бочек какую-то микродетальку сделать самому из стянутого литника. Не знаю точно, почему такая необходимость возникла. Но вряд ли они оставили возможность бочки снимать прямо на ходу. Ну вот, почему-то вот тут нам возникла необходимость какого-то самопала. Ну, ладно, наверное, можно в целом. Ну, тут что-то типа какого-то условно такого штырька нам надо будет сделать. Я не думаю, что это большая проблема, если там этого литника действительно что-то такое изобразить. Да, держатели бочек из травления. Ну и, соответственно, вот у нас 10-й шаг, кормовая деталь, ставится и сразу, собственно, и с бочками. У нас устанавливается вместе, единственное, как-то, ну, в принципе, понятно, как она ставится, вроде ничего не сложного, но единственная опция на какой-то боевой танк со снятыми бочками, тут как бы ничего нам не дается, у нас, я так понимаю, исключительно парадный вариант, где бочки, как, собственно, ну, нет, кстати, на буксарте они без бочек ездят, да, интересно, то есть парадные варианты у нас тоже, оказывается, без бочек, судя по буксарту, ну, на этот момент, то есть, хотя вот этот вариант, вот эта пиктограмма, по-моему, как раз означает вариацию, если не ошибаюсь. Да? Optional, да. То есть, в принципе, нет, я неправильно сказал, наговариваю на Бронко, есть. Типа, что бочки можно не ставить. Ну, непонятно, то есть, получается, вместе вот с этими поддерживающими скобами их как бы прям можно не ставить. Или они снимаются вместе с ними, что ли, или как? То есть, не совсем понятно, вроде как, ну, на советских танках, когда бочки снимаются, обычно сами поддерживающие элементы-то остаются, а вот тут непонятно, вроде бы они сразу вместе с бочками склеиваются, а если бочки не ставить, то что делать со скобами, как будто бы тоже их не ставить, ну, да ладно. Значит, потом на гусечные полки идут частично сборные, кстати, тоже какие-то вариации есть, видимо, что-то можно ставить, что-то можно не ставить. Не совсем, правда, понятно, о чем именно тут идет речь. Где именно вариация. Вот здесь непонятно. Видимо, либо вот это, либо вот... наверное, либо D1, либо D6. Там какие-то разные вариации. Ну, тоже, кстати, занимательные отношения. Видимо, действительно изучались разные прототипы, когда делали модель. И даже о каких-то вариациях нам Хабибос говорит. Вот по второй на гусечной полке такие же. Ну, точнее говоря, это элемент ящика, возможно, каких-то баков на полках. Вот сама полка. Тоже вариации даны, соответственно, ну и какая-то мелочевка, какие-то еще короба, ящики. И мы опять возвращаемся к 13-му шагу, к ходовой. Тут у нас появляются дорожные катки. Так, по сборке дорожных катков, ну, бандажи вроде вместе с катками. Единственное, судя по картинке, прямо на бандажах у нас оставлен рельеф резины. Соответственно, прям внимательно они так его выделили у нас, да. Ну, тут, соответственно, ставим дорожные катки, звездочки, ленивец. Что у нас из интересного? Показаны сложные элементы схемы. Вот ходовые огни для конвоя, наверное, или просто стоп-сигналы. Показано тоже, как их подкрашивать. Ну и, соответственно, что? После установки катков нам предлагают поставить на гусечные полки. Точнее, ну, по второй стороне, да, тут поставить полку, с другой стороны поставить полку. Все подробно объяснено, в том числе по мелочевке. И вот до интересного мы доходим, 15-й шаг. У нас тут появляется гусеница. Гусеница у нас вроде как полностью рабочая, причем вроде как сделанная правильно. Она похожа и в целом, наверное, аналогична, если не полностью повторяет аналогичные гусеницы Т-72, Т-90, то есть такие вот бинокли у нас так называемые используются для соединения траков. Ну, что-то похожее вот было, опять же, в Панцергаубице и в Леопардах что-то похожее. Ну, единственное, что гусеница, я так понимаю, один вариант с резиновыми подушками. Ну, судя по всему, для парадного, наверное, варианта танка это логично. А вот как в боевых действиях с этими же гусеницами они или нет, возможно, с теми же, так же, как, наверное, немецкая, натовская техника. Точно не знаю. Но вот у нас дан один вариант гусеницы именно с резиновыми подушками. Соответственно, судя по всему, полностью рабочая гусеница у нас будет. Опять же, показывает и класс набора. Показано, что сколько траков в каждой гусенице. То есть все у нас тут подробно объяснено. Юбки потом предлагают приклеить. Ну, конечно, при реальной сборке, наверное, это понятно, юбки уже спешить приклеивать не надо. Сначала это сборка, сначала окраска гусениц, катков, конечно. Потом уже где-то в самом финале уже и до приклеивания юбок доберемся. И 16-й шаг начинается башня. Та самая, которая их, собственно, китайские, судя по всему, разработки. Тут много всего. Перископов, куча прозрачки, куча, соответственно, прицельных деталей, прицелов панорамных, перископических систем обзора и т.д. и т.п. Соответственно, есть опции на открытые люки. Насколько я понимаю, наверное, это люк у нас стрелка, скорее всего, слева. Показано, что он может быть открытым.
Показано вот поворотный механизм, ну, чего-то там, это потом мы посмотрим. Показано, как прокрашивать стеклянные детали на прицельных приспособлениях. Ну и, соответственно, круто, да, опции на открытие люка есть. Ну, вроде как никакого экипажа у нас в комплекте нет, да, единственное, что забавный такой интересный рисунок стандартный камуфляжа у китайской народно-освободительной армии. Вот такой серо-темно-светло-серый. Интересно, до сих пор они его используют или нет? Так, ну и, соответственно, 17-й шаг. Опять продолжаем навесное по башне. Его тут много, и дымовые гранатометы, и вот эта вот система с поворотным механизмом. Не совсем понятно, что это такое. То ли прицельный комплекс, то ли какой-то лазер, что-то, ну, вряд ли это лазерный дальномер. Если не ошибаюсь, кстати, на эти танки должна была еще специальная система лазерного противодействия которая буквально должна ослеплять прибор наведения противотанковых средств противника, как, впрочем, даже и операторов этих самых противотанковых средств. Вроде у китайцев действительно такая лазерная система на этих танках используется. Я не знаю, может быть, это она и есть. Сложно сказать. Вот, к сожалению, да, вот... В отличие от Трампетера и Хабибоса, Бронко не поясняет по узлам, что именно они представляют из себя. То есть, соответственно, если хотите знать, ищите отдельно. Но это прям какая-то мощная такая система, которая прям вот специально собирается тут отдельно, прям ставится. Она поворотное свойство сохраняет. Вот еще какая-то поворотная система. То есть это все такие системы, которые не особо знакомы по аналогам советского, российского производства, поэтому сложно понять чисто визуально, что это такое. Второй люк, судя по всему, наверное, командира, тоже есть с опцией открывания. Забавно, что левый люк открывается вперед, а правый, судя по всему, назад. Да. Ну, много-много-много-много-много всяческой мелочевки. В частности, здесь мы стыкуем верхнюю и нижнюю половину башни. По маске орудия детали, соответственно, у нас, причем, опять же, горизонтальная позиция, upward position. Не совсем понятно, о чем нам написали. То есть, типа, горизонтальное орудие и приподнятое орудие. Ну, судя по всему, наверное, я понимаю, в чем дело. Речь, наверное, идет о брезентовом кожухе на маске орудия. И так как, собственно, в реальности при возвышении, смене угла возвышения орудия этот кожух, понятное дело, изгибается, а тут у нас никаких специальных деталей для этого нет, то есть, видимо, нам Бронко дает вариант как раз на, ну, судя по всему, наверное, речь про кожух у нас идет, то есть опущенное орудие поднятое. То есть, несмотря на то, что как бы номинально вроде как бы у нас можно немножко оперировать возвышением, то есть вроде как бы механизм есть для этого, да, но по факту наличие этого кожуха, который, судя по всему, сделан в пластике, он, видимо, нам дали две опции, да, то есть, возможно, там горизонтальное орудие, может быть, какой-то более боевой вариант, и, возможно, вверх поднятое орудие, это может быть как раз для парадов там. Ну, очень, кстати, внимательно с точки зрения Бронко это сделано, не часто такое увидишь. Ну и, соответственно, зенитный пулемет, который, судя по всему, у нас у командира. Не знаю, что за пулемет, визуально похож там что-то на советские танковые, там, не знаю, на СВТ, утесы, что там сейчас используется. Ну, наверное, возможно, какая-то своя китайская версия. Также мы почему-то здесь... ну, это дополнительные запасные траки, мы к ним возвращаемся, опять же, они тоже на башне прикреплены у китайского БТ. Ну, ствол, да, вот из минусов, к сожалению, ствол двух половин пластиковый, но единственное, он обладает таким сложным рельефом, то есть ствол орудия, напомню, вроде как копия советско-российского. Соответственно, у него такие вот скобы по бокам, то есть развитые вот эти кожухи теплоотводные и так далее. То есть, возможно, в целом шва не будет особо заметно, даже несмотря на то, что ствол полностью пластиковый из двух деталей. Ну, дополнительные какие-то элементы по корзине, возможно, подводный ход или что-то там такое, сложно сказать, тубус с чем-то, дополнительно дымовые постановки дымовой завесы элементы. Элементы вот прозрачки, судя по всему, то ли прицел, то ли как раз такая тот лазерный дальномер, не совсем ясно. Ну вот мелочевка по башне, ее много. И последний разворот, это у нас 19 и 20 шаги. Появляется корзина. Да, вот она вот большая корзина у китайского танка сзади. На нее частично устанавливаются, как на поддержках, элементы динамической брони по бокам башни. Тоже вот это все китайцы уже сами придумывали. Ну, еще элементы динамической брони, элементы корзины. Тут в основном, и, соответственно, в финальный шаг мы стыкуем башню и корпус танка. И, соответственно, полноцветные у нас вариант окраски на два, опять же, повторюсь, варианта. Российско-китайское антитеррористические учения 2009 год, пятнистый камуфляж, ну, судя по всему, несложный к воспроизведению. Единственное, с цветами соответствующе подобрать. Ну, и второй, конечно, дико красивый, но дичайше, судя по всему, сложный в накрашивании, это пиксельный парадный камуфляж. Так. Забыл ножик взять, потому что сейчас будем смотреть пластик. Пластик будем смотреть по порядку. Так, начиная, собственно, все пакеты запаяны, да, конечно, лучше бы они были, наверное, заклеены. Вот, кстати, забавно, вот только сейчас заметил, есть предупреждение на русском языке. Предупреждение про пакеты. То есть даже на русском они
нарисовали эти предупреждения. Никогда раньше такого не замечал на китайских моделях. Ну, правда, там на всех языках. Так, пакетик с ванной корпуса полностью в одну деталь. По низу детализация какая-то есть, по боковинам все как бы вроде окей. Отлито вроде абсолютно ровно. Я не вижу каких-то чисто визуальных дефектов литья. Вполне себе неплохо выглядящая ванна. Опять же напоминаю, что подвеска у нас вроде как будет полностью рабочая. Так, второй пакетик боковые юбки. И, собственно, надгусеничные полки. Ну, соответственно, да, вот рельеф. Я не знаю, как они у них металлические или какие-то резиново-металлические у них юбки. Чисто визуально сложно сказать, как будто бы металл. Ну и надгусеничные полки, да, в одну деталь каждая. По виду они, кстати, слегка изогнулись. Вот видно, можно увидеть, что они изогнуты. Не знаю, насколько вроде как бы держатели тут такие, по логике, должны их выправить, но такой вот факт есть. Они немножко прогнулись. Также ограждение фар, там детали, опять же, по надгусеничным полкам, всякая мелочевка, частично прибор освещения, какие-то серьги, крючки, немножко мелочевки. Ну, вроде так выглядит, за исключением вот этого изгиба по полкам, в целом неплохо. Так, давайте крупную деталь сейчас какую-нибудь посмотрим. Крупный литник с крупными деталями. Вот такой вот с крупными деталями корпуса. Вообще компоновка модели достаточно классическая, то есть ничего необычного нет. То есть верх, низ корпуса, там башня из двух половин. Все тут максимально узнаваемо. Так, верх корпуса. Да, детали вот эти вот, соответственно, воздухозаборы и, возможно, частично, может быть, выхлоп какой-то по движку. Вот такие развитые у китайцев. Вот это все будет закрываться, соответственно, фототравленными сетками. Ну, не знаю, если необходимость прокрашивать перед, собственно, установкой этих сеток, или все равно ничего видно не будет, ну, тут сложно сказать, возможно, есть вариант подкрасить, но там уже смотреть нужно будет, насколько, собственно, эти сетки они пропускают. Кормовая деталь, какие-то совершенно интересные китайские элементы, на советских, российских УБТ я вот таких элементов по кормовой детали не помню. Соответственно, здесь нам нужно будет устанавливать или не устанавливать дополнительные топливные баки. Деталь передняя, верхняя лобовая деталь и кольцо подбашенное, люк водителя, соответственно, механика. Ну, все практически как у советских Т-72. Детали, соответственно, надгусеничных полок, ну, верхняя их часть, то есть вот частично отдельно два лючка даны, вот, что их можно вклеивать отдельно. Не совсем понятно, это как опция на возможность их открытия или что-то такое. Ну, наверное, теоретически, может быть, их можно как-то приоткрыть в каких-то особых вариантах. Ну, и вот так вот, в принципе, это все выглядит. Ничего такого. То есть каких-то огрехов, проблем по литью я не вижу. Ну и, конечно, ощущение какой-то дико нереальной технологичности тоже нет. То есть все, в принципе, достаточно стандартно. Так, еще крупные детали. Тут в основном у нас башня. Значит, башня у нас дана нижняя ее часть. И помимо этого... Никак не могу. Помимо этого динамическая защита. Активная динамическая защита, которая, соответственно, частично ее элементы, вот они ставятся, в том числе на держатели корзины забашенные и так далее. Вот так сильно. Ну, передняя, верхняя лобовая деталь вот закрывается отдельно вот этим элементом крупным. Динамическая защита. Вот те самые кожухи орудия, где я говорил, что их вроде как бы должно быть два варианта. Тут конкретно я вижу один, наверное, еще где-то будет, судя по всему, второй. То есть вот так вот, ну, из двух половин, конечно, да. Ну, вот решетки этой забашенной корзины, вот элементов, все так довольно крупными деталями реализовано. Опять же, ничего такого прям бросающегося в глаза по проблемам я тоже не вижу. Ну и сразу же тогда глянем литник с, собственно, тем самым орудием. Так, одна деталька здесь отлетела с литника. Спрячем ее сразу в пакетик. Соответственно, что у нас здесь? Две половины, как я уже говорил, ствола орудия, но они располовинены, как раз вот по этой скобе элемент сверху идет, соответственно, возможно, это скроет видимый шов, ну, плюс сложная форма, конечно, ствола орудия. Ну и в основном тут, опять же, вторая версия вот кожухов этих брезентовых, лючки. Так, ну, вроде смотрю, так визуально показалось, что утяжено на лючках, но вроде бы нет. Чисто так литье пластика. Много мелочевки в основном по башне, тут всякие дополнительные лючки, то есть вот устройство самоокапывания и для минного трала. Ну, очень похоже тоже на то, что на советских Т-72 используется. И всем этом семействе, ну, какие-то элементы освещения, там стоп-сигналы, там дымовые гранатометы, опять же, ну, в одну деталь тут как бы ничего такого особо нет. Ну, и вот так примерно вот мелочевка
у нас выглядит. Тубус вот этот для непонятного назначения, возможно, движение подводное или что-то такое. Тоже, в принципе, все типично. Опять же, толкатели все на внутренних частях. Выглядит вполне себе неплохо. Что у нас еще? Ходовая, да, традиционно повторяющиеся литники в одном пакете у нас. Так, катки, кстати, у китайцев, по-моему, своей специфической формы, визуально не похожи они на семейство тэшек российско-советское. Вот так вот они выглядят. Ну, по крайней мере, вроде мне не похожи. Да, действительно, есть на бандажах рифление вот этой резины оставлено. Соответственно, ну, судя по всему, не стершееся это рифление, если по самому краю бандажа, оно, скорее всего, только на машинах, которые, ну, новые, наверное, прям, не знаю, есть. Наверное, если что-то более походившее, возможно, этот рельеф придется уже как-то зашкуривать, убирать. Балансиры, соответственно, тоже здесь у нас. Вот это торсионы, насколько я понимаю, детали торсионов. Еще там дополнительная амортизация, крышки там ступичные всяческие. То есть, опять же, повторю, что ходовая у нас будет работающая ходовая, работающая подвеска, элементы звездочек ведущих, элементы ленивцев. Все вот такое. Ну, по копийности, понятно, я как бы абсолютно ничего не могу сказать по 99-му типу, потому что, ну, понятное дело, никто живьем его вообще вряд ли кто-то в России видел. Так, ну и вот два, собственно, литника, повторяющих друг друга абсолютно. Вот на катках, опять же, повторюсь, деталировка, болты, винты и так далее. В принципе, все отлито достаточно ожидаемо. Но чисто визуально. Так, вот еще одна деталь. Да, вот единственное, с литников у них кое-где отлетает, но пакетики с литниками все запаяны изначально, поэтому как бы потерять, наверное, не очень большой риск есть что-либо, но кое-где, смотрю, детальки отлетели, несмотря на то, что, казалось бы, упаковка очень щадящая для всего сделана, но, тем не менее, какая-то мелочевка кое-где соскакивает, и надо быть потом внимательнее к ней, конечно. Так, последний у нас литник желтого такого у нас Dunkin' пластика. Тут у нас элементы в основном дополнительных топливных баков. Тоже, да, полностью советская система. Они вроде как данные опциональными, хотя там у меня были вопросики по инструкции. Ну, бочки, да, как я уже говорил, ничего тут таких изысков нет, в 2,5 да, бочки. Шов, конечно, будет, скорее всего, да. Помимо этого, да, здесь же и пулемет. Кстати, пулемет, опять же, тоже вот, так сказать, дьявол в деталях, да, как не сфокусируется. На месте отверстия в стволе, то есть многоразъемная форма использована, все. О нас как бы заранее подумали, вот как бы опять же многое говорит оборонка. Ну, патронные короба, тут, в общем, деталей пулемета не очень много, что-то такое. Какая-то, наверное, китайская версия НСВТ или что-то такое. Так, ага, еще я пропустил отдельный пакетик с верхней частью башни, вот она отдельно запакована. Так. Тоже довольно часто так делают. Ну, соответственно, что тут нечего особо сказать. Какая-то цифровая маркировка литья или что-то такое присутствует тут у нас здесь. Ну, наверное, в реальности было, не уверен. Отверстия под люки, соответственно, опции на подъем люков будут. Какого-то антислипа на китайских танках я, кстати, особо не вижу визуально, то ли его. Тут, кстати, вот небольшой есть дефектец по... Такое ощущение, что срезали с, возможно, каких-то литниковых рамок. Как будто небольшой вот у меня дефект это по заусенцу какому-то срезанной части, частично срезанной части краешка низа детали. Ну ладно, я думаю, это можно будет как-то не особо заметно зашпаклевать. Но, кстати, вот это первый такой интересный встретившийся дефект. Непонятно, откуда он взялся, потому что редко такого рода дефект увидишь. Но, наверное, можно его как-то заклеить, я думаю. Это, наверное, только мне так повезло. Ну, такая вот башня тоже. Тут же как бы никакой-то сильной особой стилировки на не отлито, но там будет много всяческого навесного оборудования на этой башне. И последний пакет большой, это у нас, собственно, траки. Похожая схема, как это было реализовано у Менгов Панцергаубицы, как это часто Амюзинг делает и так далее. То есть рабочая гусеница, рабочие траки реализованы из другого, судя по всему, более твердого пластика, чтобы, соответственно, эту самую подвижность после сборки сохранять. То есть в этом плане все как в лучших домах как бы, да, реализовано. Вот такой вот, судя по всему, абсолютно. Ну, большая пачка одинаковых литников. Соответственно, траки. Ну, единственное, что вот не совсем похоже это сделано на то, как сделано в Панцергаубице, но не совсем. То есть, судя по всему, возни будет немножко больше, чем было у Менга в Панцергаубице. Я сейчас попробую найти этот элемент. То есть...
не совсем понятно. Подушки устанавливаются, судя по всему, отдельно. То есть вот эти вот элементы. То есть есть нижняя часть как бы в одну деталь, да, с гребнем, собственно. А подушки сверху ставятся как бы отдельно. То есть не одной деталью, а двумя. Ну, посмотрим. В Менго, кстати, в гусенице все, сборка рабочей гусеницы обошлась вообще без клея, то есть там буквально на щелчке гусеница собиралась. Но тут такое ощущение, что, возможно, все-таки будет необходимость склеивать. Не знаю, посмотрим, как защелкиваются эти подушки с ответной частью, или все-таки клей понадобится. Но схема очень похожая, ну, вроде как рабочая, по крайней мере. В менговской гусянке особых проблем не было. Посмотрим в свое время, как обстоят дела у Бронко. Ну, собственно, что? Остается пакетик с прозрачными деталями. Я даже не знаю, имеет ли смысл его вскрывать. Тут довольно много прозрачки, то есть и все перископы прозрачные, все детали там панорамных прицелов, приборов наблюдения, они все абсолютно прозрачное, в том числе какая-то мелочевка по приборам, ну, габаритные какие-то огни или что-то вроде, очень много. То есть, ну, прозрачку никто не жалел, и как бы никакой экономии на ней не было. И финальный пакетик у нас на защелкивающийся, это хорошо, его не надо резать, на все, что касается дополнительной комплектации, скажем так. Опять же, повторюсь, единственное, что здесь, собственно, хочется заменить, конечно, трос из нитки, такой вот убогенький. Но на металлическом тросе все-таки на чем-то надо было сэкономить, да? 2 микроплатки фототравления, то есть самое необходимое по двигателю решетки. И вот это, по-моему, откуда-то с какого-то забашенного устройства, если не ошибаюсь, решеточка микро. И 2 декальки. Просто прикрытые листиками, не стал их заклеивать. Бронко, так как Трампетер это любит. Ну, на кучу номеров, кучу опознавательных знаков. Китайская самолетная армия, то есть разные варианты танка можно будет собрать, это прикольно. Ну и немножко еще опознавательных знаков по башне. Тут есть какой-то в том числе этот логотип, это, если я не ошибаюсь, как раз с учения 2009 года. Тут интересная форма, то есть можно рассмотреть, что написано, по-моему, «Чайная Россия», какой-то там эмблема какая-то прикольная. Судя по всему, видимо, наносилась на танки, когда они участвовали в этих российско-китайских учениях. Да, вот такой вот, собственно, бронковский основной боевой танк, что можно сказать, что Бронко, это репутация серьезной модельной фирмы, которая серьезно подходит к комплектации, и зачастую их модели при этом не такие уж дорогие, как у конкурентов.